Всем привет! Это Купидитас. Мы на Boat Show 2018 в Дюссельдорфе. Решили снять несколько обзоров по различным яхтам. Но перед просмотром видео хочется сказать, что мы не снимали их, как большинство, так как решили, что мы находимся не на мебельной выставке, а все же на яхтенной. И поэтому в каждой лодке решили залезть так глубоко, насколько позволят обстоятельства. Постараемся дать свои комментарии, исходя из нашего опыта проживания на яхте больше года. На выставке очень много людей, снимать было тяжело. Частенько поднимали караул, что русские решили разобрать лодку, и нас пытались остановить. Безусловно, это наш первый выставочный опыт. Просим не судить нас строго. Но мы постарались залезть как можно глубже и постарались сделать кадры красивыми, насколько это возможно при тусклом освещении и многолюдности. Обязательно пишите комментарии и аргументированную критику, ведь мы еще собираемся в Канны. Приятного просмотра! Подписывайтесь на канал прямо сейчас, чтобы не пропустить следующие выпуски. Дюфур Grand Large 382. Лодка выглядит достаточно современно, несмотря на то, что это модель 2014 года. Ну что же, давайте знакомиться с ней. Современное дробное парусное вооружение и интересные обводы лодки позволяют ей быть очень динамичной. В ассортименте существует несколько видов планировки, и можно выбрать ту, которая подходит именно вам под ваши сценарии использования яхты. Вот некоторые технические характеристики лодки. Заходя на лодку, мы видим удобные подъемные сиденья для рулевого, имеются просторные кормовые рундуки. Один можно использовать для спас-плота, другой, например, для динги в сдутом состоянии при дальних переходах. Давайте посмотрим органы управления. Как мы видим, ноктоуза в яхте практически нет, и все органы управления расположены внизу, что достаточно неудобно при управлении лодкой. Что касается рундуков, то они достаточно просторны и вместительны, хотя и располагают в себе некоторое оборудование, что должно подсказать вам, что нужно укладывать все вещи достаточно аккуратно, чтобы не оторвать какой-то провод или не сломать прибор. Экстерьер лодки достаточно привычен. Здесь открытая проводка для шкотов и фалов, классические лебедки, но достаточно широкий погон гикошкота, что, безусловно, помогает играть с настройками паруса. В представленной комплектации нет каретки стакселя, но зато установлен стаксель-автомат. Аккуратные бортики, стика, ручки, за которые удобно держаться, передвигаясь с кормы на бак. Вантпутанцы вынесены на борт, что тоже позволяет беспрепятственно ходить по палубе. Якорный ящик в лодке достаточно просторный и может разместить более 100 метров цепи, также обеспечить удобный доступ. Зато якорная лебедка расположена вдоль одной из стенок, что не позволит укладываться цепи равномерно и придется ее поправлять. Вход в лодку выполнен классическим путем. Двухстворчатый брандерщит и достаточно большой каплюк, что позволит с комфортом спускаться в каюту. Давайте посмотрим кормовую каюту. За счет не самых больших рундуков потолок в яхте достаточно высокий. Ящички также стандартные. Есть ящик для обуви. Под кроватью в данной модели располагается водный танк и занимает этим все свободное пространство. Это, конечно, и большой запас воды, но с другой стороны мы ограничены в размещении вещей. Все двери оснащены дорстоперами, то есть додумывать не придется.
неплохой доступ к двигателю и очень хорошая увесистая шумоизоляция. В каютах присутствует лампочка и розетка на 220. Хотя для длительного проживания на лодке вне марины лучше бы использовать розетки на 12 вольт. В санузле имеется доступ к фекальному танку и в то же время присутствует удобный шкафчик для хранения, но нужно быть аккуратным, когда его открываешь, чтобы зеркало не разбить о смеситель. Комфортный доступ ко всем шлангам и соединениям – это, конечно, удобно для инспекции и ремонта. Вторая кормовая каюта немного просторнее за счет ниши, которая выдается в двигательный отсек. В каюте по правому борту расположился топливный танк под кроватью. Как видите, крышка топливного танка тоже стоит на саморезах, поэтому ознакомиться более подробно с этой техникой мы не сможем. Стоит обратить внимание, что дверцы шкафчиков являются по совместительству и бортиком для полки на шкафу, поэтому, открывая дверцы, будьте аккуратнее, чтобы у вас ничего не скатилось. Камбуз для размера данной лодки вполне обычный и классический, но есть также интересные решения, например, дополнительные полочки за кухонной плитой. Вместительный холодильник имеет два варианта доступа – вертикальный и горизонтальный. Жаль, что горизонтальный расположен под крен, а не дифферент лодки. Шкафчик-подмойка достаточно аккуратный и просторный, при этом в нем есть ревизионные лючки для проверки запорной арматуры и возможность установки ножной помпы. В кухонной зоне под полом удобно расположился совочек, куда можно смести всю грязь и выкинуть, например, за борт. Или в ведро, в зависимости от того, какой мусор. В одном из трюмов расположилось место для хранения вина, что позволит нам сэкономить средства на винном шкафу, ведь в трюме более или менее постоянная температура. Кают-компания в этой лодке просторная и классическая, хотя имеет интересные решения. Например, приборная панель расположилась горизонтально. Это, безусловно, удобно и красиво, но давайте посмотрим, сколько места занимает она в рундуке. И что мы увидим в другом рундуке. Получается, что часть рундуков уже занята оборудованием, хотя, например, бойлер можно было бы расположить в носовом рундуке и сохранить более крупный рундук свободным. Шкафчиков в этой лодке действительно очень много, но стоит обратить внимание, что те шкафчики, которые возле носа, они достаточно маленькие за счет сужения. Многофункциональный стол в дюфуре, конечно же, радует. Очень порадовало то, что в рундук можно попасть удобно, выдвинув шкафчик, не поднимая каждый раз диван. При этом даже в недорогой лодке уже используются доводчики, что тоже дополнительный бонус. К сожалению, некоторые производители на выставке прикрутили поелы саморезами, и мы не имеем доступ внутрь, чтобы посмотреть, что у нас в трюмах. Штурманское место достаточно скромно для данного размера лодки, но в современных реалиях оно действительно не так необходимо. Также удобно расположена панель с рацией и другими приборами. Откидывающийся столик явно уже не для карт. Это носовая каюта. О ней можно сказать то же самое, что и о кормовых. Опционально в носовом рундуке можно расположить дополнительный водный танк, увеличив тем самым автономность передвижения.
При этом в каюте все равно сохранятся просторные рундуки под кроватью с удобным доступом в виде выдвижного ящика. Ревизионный лючок для лага эхолота можно сделать было бы и побольше, чтобы было удобнее его обслуживать. Помимо удобных выдвижных ящиков, также есть ящики с вертикальной загрузкой, что позволит хранить в них достаточно большой запас еды, одежды, воды, ну и вообще все, что мы хотим там разместить, например, сезонную одежду. Доступ в моторный отсек классический и не вызывает никаких вопросов. Что касается стоимости на данную лодку, по прайсу за базовую комплектацию предложено уплатить 123 тысячи евро. Но это базовая комплектация, что в нее входит, надо смотреть, ведь у каждой верфи это разные комплекты. Бывают полностью готовые к выходу лодки, а бывает так, что нет ни духовки, ни лебедок, да еще и паруса нужно оплатить. Чтобы разобраться во всех этих тонкостях и нюансах, лучше обращайтесь к профильному специалисту, дилеру верфи. По лодкам Дюфур обращайтесь в Интерпарус. Это компетентные ребята, которые, как и мы, занимаются популяризацией парусного движения, не только как спорта, но и как круизинга. И они помогут вам сделать первые шаги в яхтинг, начиная с обучения и чартера, и аж до покупки лодки и дальнейшего сопровождения. Более того, мы уже договорились для вас на дополнительные скидки, поэтому обязательно при обращении укажите то, что вы откупитесь. И до августа вас будут ждать дополнительные скидки от 1 до 5%, в зависимости от того, решили вы купить лодку, взять ее в аренду или пройти обучение. Все контакты оставляю в описании, просто кликайте по ссылке и добро пожаловать в яхтинг!